Всем привет, друзья! У нас новинка от компании FK Irons. Это Flux Max. Достаточно интересная тачка, многообещающая, как я изначально думал, но обо всем по порядку. Поставляется она вот в такой коробке. К этому сразу возникают у некоторых претензии, потому что многие привыкли уже к кейсам, которые на молнии. Это действительно удобно. И в плане продавать, допустим, беспроводную машинку в такой коробасине, ну, для транспортировки это не шибко удобно, хотя коробка, вот эта вот, по факту, стоит в производстве дороже, чем кейс. Вот, но не суть, это их выбор. Бишопы пошли, кстати, по другому пути. Вот у них такая же коробка, но внутри кейс. Здесь мы получаем внутри, ну, в принципе, классическую дизайнерскую историю от FK. Здесь напутственные слова. Тут у нас QR-код для мануала. Обязательное условие, что разработано и сделано в США. Тут ложемент, тачка с одним аккумулятором в комплекте. Вот такая. Что у нас тут еще есть? Кубик, кабель. Вот это непонятно для чего вырез. Очень похоже на какой-то типа держатель с цангой. Итак, поехали. Значит, Flux Max. Актуальная цена на сегодняшний день. Это 30 ноября на сайте Dark Lab. $999.99. Короче, $1000 стоит комплект с одним аккумулятором. Много это или мало? Наверняка все, кто будут смотреть этот обзор, скажут, что чуваки, да вы охренели с такими ценами. Но, повторюсь в очередной раз, во-первых, считать чужие бабки — это дурной тон. Я думаю, никому из вас не понравится, когда кто-то из клиентов будет считать стоимость вашего сеанса и скажет, что почему, чувак, так дорого, а вы ему скажете: иди, чувачок, ты к другому. Ровно так же и здесь. Не можете себе позволить, проходите мимо. Стоит ли это таких денег? Можно рассуждать долго и упорно. Многие вещи на самом деле не стоят своих денег, но на каждый товар свой покупатель. Поэтому я, допустим, как производитель, никогда не люблю обсасывать стоимость того или иного изделия. Просит человек такую цену за машинку, ну, значит, так надо. Не могу себе позволить, прохожу мимо. Вот. Получается, что? Получается, машина эта по факту приехала не на обзор, а на ремонт. Как бы это смешно ни звучало, ей не работали, насколько я знаю. То есть из коробки она приехала заклинившая. Ну, как говорится, shit happens. И наша задача все это починить и вернуть в строй. Если говорить о дизайне всего аппарата, я когда видел первый раз его на рендерах, я, конечно, кайфанул. Он очень красиво выглядит в сравнении с обычным флаксом. То есть, если сейчас посмотреть на флакс, ну, флакс выглядит как-то уже топорненько. Вот эта вся история для меня более красивая, какая-то вот лаконично все. То, что появился дисплей, это как бы понятно, к этому давно надо было прийти, хотя цифры, ну, мы все привыкли уже к этим цифрам, но по факту что цифры? Все плюс-минус, кто уже шарит за работу той или иной машинки, руководствуются не цифрами, а визуальными ощущениями во время работы. Вот, поэтому, говоря о том, есть ли смысл покупать сейчас данную машинку, мы еще про это поговорим дальше. Что касаемо в сравнении с обычным флаксом, флакс на сегодняшний день стоит на скидке $775. Разница фактически между этими машинками $220-230. Что мы за это получаем? То есть, если обратиться к сайту Dark Lab, который является, скажем так, официальным магазином FK,
то Flux Max предлагает нам историю с тремя эксцентриками. Это 3.2, 4.0, 4.5. Ход эксцентрика можно узнать вот здесь. То есть у нас версия с эксцентриком 4.0. Здесь уже все наклеено наклейкой. Кстати, немножко кривовато. То есть, да, вон залезли на пины. Все та же фальш-крестик под отвертку. На самом деле он как бы используется во время того, когда моторный отсек сюда вставляется и подстраивается в пазы. То есть он не просто так здесь выфрезерован, но это не крестик, которым надо открутить мотор. Нет, так не работает. Блок питания по габаритам, насколько я помню, он остался точно такой же, как и первый Powerbolt. Изменилась немножко философия сборки, скажем так. Теперь здесь нету вщелкивающихся пазов внутри. То есть он разбирается со стороны крышки. Не знаю, бликует. Да, вот, видите, раз, два. Два отверстия. То есть тут есть внутри под наклейкой винты. То есть выкручиваем два винта, и по идее все это достается. Далее. Держак, кайф. Вот от чего я кайфанул, это от держака. Он очень красивый, на мой взгляд. Опять-таки, это мой же обзор. У самого широкого основания диаметр доходит до 38 миллиметров. Трещотка, кстати, стала чуть более мягкой в сравнении с предыдущими тачками FK. То есть это Flux и, допустим, тот же Xion, потому что трещотка используется везде та же. Сейчас она уже стала отливаться из пластика, то есть раньше они их фрезеровали. Вот, в принципе, видно, это 3, скажем так, отпечатка выдавливающих пальцев, когда деталь выдавливается из формы, то есть извлекается. Сборка осталась, в принципе, та же. То есть здесь уже просто USA. Раньше, по-моему, было написано Made in USA по кругу. Так, патент FK Yarns, сделано в США, серийный номер. Ну, вот, в принципе, и все. Вот, для начала нам ее надо починить, а дальше мы уже будем заниматься обзором, скажем так. Что касается части ремонта, я как-то смотрел на YouTube FK, у них бэкстейджи были с производства, и показывали тачку в разрезе. То есть это, в принципе, все то же самое, что и Flux обычный. Просто считайте, вы покупаете другой дизайн и аккумулятор. Если надумали разбирать ее сами, советую несколько раз хорошенько подумать, по какой причине. Все вот эти вот у них гайки, что мотор... Тут вот, кстати, ну это некрасиво, да, вот это вот, что, почему это нельзя было убрать во время сборки? Что это за китайская халтура такая? Все вот эти уплотнительные кольца, они не промазаны маслом. Что здесь, что здесь. Из-за этого вот эту вот гайку очень тяжело откручивать, потому что все идет по сухому. И когда ты ее открутил, мотор извлекается тоже тяжеловато, потому что тут нет смазки. Но, во всяком случае, разобрали. Ну, здесь внутри вся та же история, что и в обычном флаксе. То есть даже точно такой же эксцентрик в плане балансировки. Точнее, потребление 0,150. Что-то вот такое чувство, что где-то что-то заедает. Если посмотреть так на эксцентрик, он словно чуть-чуть завален. То есть я бы его, может, чуть-чуть приподнял. Вот в этом месте есть какое-то трение. Такое чувство, что это либо внутри что-то трется.
Это мы сейчас узнаем, как только скрутим эксцентрик, станет сразу понятно. Винты без резьбового герметика, что в принципе хорошо для нас. Так, проверяем. По эксцентрику все отлично. Вал. Крутится тоже без проблем. А вот толкатель. Толкатель, да, ходит туго. Очень туго. А почему так? Почему так? Ну, это нам еще предстоит починить. В принципе, проблема не критичная. Да, вот видите, вот оно, место трения. То есть какой-то брачок. Вот. То есть я его кручу. И вот такая вот плямба тут образовалась. Залазит очень туго. Но это все поправимо, чем мы сейчас, собственно, и займемся, и потом приступим к обзору. Так, все притерли. Теперь вот оно, все ходит хорошо. И потребление тока сейчас, интереса ради, сравним, как упало. Что-то чмыхает еще. Ну вот было 0,156, сейчас 0,120. То есть плюс я думаю, что он сейчас еще подразработается, подпритрется, и все будет окей. Вот оно постепенно падает. Сейчас 0,19. Точнее, 0,120. Окей, это починили. Касаемо вообще смазки, кстати, что ФК говорят, типа, что смазывать там ничего не надо. На самом деле это же слайдер, поэтому вот здесь вот. Я тут, правда, пока смазки навалил, чтобы оно все притерлось. На самом деле ее тут так много не надо, но машинку эту смазывать нужно. Поэтому периодически капайте сюда жидкий силикон. Мы вот используем PMS 100, можно PMS 200 еще подойдет. Так, теперь все это дело надо бы собрать обратно. Поубирать. Вот неужели сложно было убрать эту волосню во время сборки? Несерьезный подход. Кстати, установщики, когда ставили кольцо, кольцо вот немножко точнее порезанное, видимо, ставили каким-то пинцетом или ножом. Сейчас мы все это промажем, чтобы это все как по маслу входило и разбиралось, и продолжим обзор. Все собрано, едем дальше. Чтобы ее включить, нам надо сначала подрубить USB, так как блок находится в полетном режиме. Чирикс. Powerbolt 2. Я уже, конечно же, его включал, и эта надпись будет висеть до тех пор, пока вы ничего не нажмете. По-моему, даже если достать USB, ничего не произойдет. То есть вот она будет висеть, и человек, может, мало знакомый с техникой, будет ждать, ну, типа, ну, когда же ты загрузишься? Типа, почему так долго? Это ж вроде как заставка. На самом деле стоит нажать на кнопку, по-моему, вот эту. Чпок. Да, и все включилось. Вот. Что мы тут видим-то, собственно? Вольтаж, частоту в герцах, EGIF, таймер и заряд батареи.
Учитывая то, что эта машина мало чем отличается в техническом плане от первого флакса, то есть разве что, скажем так, дизайн и новый аккумулятор. То есть вот он через какое-то время уходит в сон, если кнопочки не тыкать. А многие думают, что выключается он об этом позже. Так вот, я пошарился по сайту Dark Club. У них есть прикольная тема, называется Modular Collection. Типа, что они продают, скажем так, части. Респект FK, конечно, за экосистему. То, что все части, скажем так, подходят от других машин. То есть вы сюда можете накрутить держатель от обычного флакса, сюда, допустим, поставить батарею первый Powerbolt или там Powerbolt Plus. Все это можно. За это плюс экосистема решает, конечно же. Но, вот вы скажете, зачем тогда мне покупать Flux Max, если я, допустим, на свой Flux могу просто докупить вот эту батарею. А фигушки. В продаже ее сейчас нет. По объективным причинам, потому что была бы она в продаже, никто бы не покупал эти тачки, потому что достаточно просто поменять блок питания на Powerbolt 2. Поэтому его, собственно, в продажах и нет. А сейчас, как они удовлетворят спрос по продажам, я думаю, что в дальнейшем он появится все-таки в продаже. Но если смотреть сейчас на вот эту модульную коллекцию, то есть они продают моторную часть от EXO, ход 2.5, 3.2, 4.0, то есть, если вы хотите собрать, допустим, тачку по запчастям, берем мотор, ну, условно, $525. Прибавляем к мотору держак, $100. Прибавляем, допустим, первый Powerbolt обычный, плюс 200. Получаем $825 модульная тачка на базе двигателя EXO. При этом сам EXO стоит $650 сейчас на скидке, а без скидки $750. Спрашивается, в чем тогда прикол вашей модульной коллекции? Непонятно. Возвращаемся к Flux Max. По батарее. Мне уже прислали видео по части быстрого разряда батареи. И в плюс еще уже писали даже чуваки, что вот этот Powerbolt 2 разряжается раза в 2 быстрее, чем первый Powerbolt, который на светодиодах. Здесь есть, скажем так, нюанс. Вот в нынешнем состоянии машина не выключена. То есть мне достаточно нажать на кнопку питания, и она заработала. Достаточно выключить, она сейчас повисит пару секунд, посмотрит, что вы ей не пользуетесь, экран погаснет. При этом Bluetooth здесь постоянно включен, его нельзя выключить. То есть даже если вы не пользуетесь мобильным приложением, не пользуетесь педалью их беспроводной, Bluetooth все равно постоянно включен. А поскольку логика работы Bluetooth такова, что он постоянно пытается запрашивать информацию о дочерних устройствах, скажем так, у телефона, либо у педали, то есть он постоянно отсылает, скажем так, запросы, и это кушает энергию батареи. То есть потребление тока здесь, скажем так, повышено за счет Bluetooth модуля. И вот как чувак на видео говорил, что вот у меня ночь там повисела и половину батареи съела. Плюс в инстаграме FK я тоже читал претензии по поводу батареи, то, что очень быстро разряжается. FK писали на этот вопрос следующее. Но оно, в принципе, как и в первом Powerbolt было, то, что когда вы уходите, грубо говоря, домой, то есть вы поработали и не планируете больше работать, вы зажимаете красную кнопку и ждете появления следующей надписи. Вот. То есть выключение, чирик, off. Все. Сейчас энергопотребление в этом режиме, оно будет крайне низкое, и разряд аккумулятора не должен быть таким большим. Чтобы активировать
обратно девайс. То есть тут не прокатывает так, что как в некоторых машинках, типа зажмите красную кнопку и подержите там ее 3-5 секунд, и он включится. Нет, тут такого нет. То есть вам надо в любом случае подкинуть зарядное, отключить зарядное, нажать центральную кнопку, и все, он опять работает. Вопрос спорный, но это единственный вариант продлить ресурс батареи, чтобы его не сжирал Bluetooth, которым вы, в принципе-то, и не пользуетесь. При каждом нажатии кнопки питания появляется надпись Sensing, не знаю зачем, и мне не нравится вот что. То есть, посмотрите, когда я включаю питание, на дисплее что-то дрыгается. То есть, ну, некрасиво это. Регулировка здесь, да, по 1/10. Можно в меню настроить по 0,5. Минималка у нас... О, даже так, 4 вольта. 66 Гц. Герцы, я так понимаю, автоматически, ну, типа рассчитаны под определенное напряжение. Шаг. Так, 66, 68. Кстати, прикольно. 69, 71, 73, 74, 76, 78, 79, 81, 83, 84. Короче, как-то 2 через 1. То есть то 2 Гц, то 1 Гц. Но мы это еще проверим, насколько это объективно верно. Так, быстрая регулировка, если зажать кнопку. Очень долго. То есть не как, допустим, у критикалов, когда очень быстро цифры листаются. Присутствует еще, кстати, некоторая заторможенность. То есть я подключил, батарея не шевелится. Вот сейчас она заработала. И смотрите, сейчас я извлеку. Оп. И все. Типа батарея севшая. А сейчас включу. И она уже полная. Ну ладно, это придирки. Таймер. К таймеру есть вопросы. Объясню, какие. Включается он через меню. Вообще меню дурацкое. Почему мне надо нажать кнопку и держать, и ждать, пока вылезет нужная функция? Почему я не могу войти в меню и кнопками влево-вправо выбрать то, что мне надо? То есть мне надо вот ждать, пока все это пролистается. А вдруг я тут проспал, и мне по кругу надо листать это все. EGIF 0, не хочу. Вот, опять он сейчас опять заново пойдет. Педаль. Таймер. Таймер. Включаем. Как работает таймер по логике здорового человека? Он работает, когда движок включается, и останавливается, когда движок выключается. Сейчас нам надо будет подождать пару минут. Появилась минута. Кладем машинку. Она не работает. То есть, чтобы вы понимали, мы можем даже вставить картридж. Я видео ускорю. Так. Вот. Все. Лежит. Итак, прошла примерно минута.
А тут уже 2 минуты. То есть таймер работает с момента первого запуска. То есть вот как только вы активировали в меню функцию таймер и нажали кнопку старт, он будет маслать, вот видите, уже 3. Логика функции, ну, вообще непонятна. То есть он должен работать ровно тогда, когда включен мотор. А не так, что мы таймер запустили и окей. А если я там вышел пописать, а если я вышел покурить, или там клиент вышел покурить, чтобы остановить таймер, мне надо, допустим, зайти в меню, и то он, наверное, не остановится. Off. А, да, вот такая у вас логика. То есть, чтобы мне его остановить, мне надо зайти в меню. Блять. Пальцы дрыгаются. Клиент пописал, и я опять запускаю. Вот так, понятно. То есть по нулям. Ну, хорошо, да. Все это пофиксится прошивкой, я больше чем уверен. Вот, поэтому... Но это беда. Касаемо Егива. Если раньше там было, по-моему, порядка... Ой, не помню, их очень много было уровней. Сейчас стало только 3, что, в принципе, логично, потому что их столько много, ну, не нужно было. Если врубить 3-й... TRX, включаем машину. Почувствую ли я разницу? Ну да, но по звуку даже слышно. То есть она разгоняется. На самом деле, я вот до сих пор не понимаю логику этой функции. Ну хорошо, вот я хочу красить на большой скорости, 123 Гц. Машина мне этого сделать объективно не дает. Ну, с включенным егивом, то есть скорость просаживается там на вольт, наверное, если не больше. Если по такой логике мне нужна низкая скорость, так я могу просто опуститься и покрасить на низкой скорости. К чему вот эта вот работа, допустим, сейчас нынешняя скорость. Тут мы опустились. И опять разогнались. Дурость какая-то. 0. Короче, хотите жесткий режим, ставьте 0. Что там еще было в этом киберменю? Педали у нас нет. Таймер нам пускай. Display mode. Герцы хочу. Ну, понятно тоже, в принципе. 109, 113, 114. Герцовку мы проверим. Поскольку давайте мы переключились. Сейчас и проверимся. 66 Герц. По факту 57. Уже неправильно. Ну и вот я нажал +1, а ничего не поменялось. Сейчас 59. А тут 69. 71. Ну, на десятку он, короче, врет. $80. Ну, давайте по максам.
Бля, уже 120. Вот тут я начинаю вспоминать китайскую историю. То есть мы на 10 вольтах, а уже 150 проколов. $180. Зачем? Зачем вот это? О, что тут? Все. Приехали. Мы перезагрузились. Ну и все, он заклинил. Придется опять раскручивать. Вот смотрите, я ее опять разобрал, и ситуация та же. То есть он крутится со скрипом. А где ключ? Куда я его тут выкидывал? У меня есть предположение проблемы. То есть эксцентрик классический, с ним все хорошо. Мотор тоже. То есть так, плюс-минус. Вот он, да, работает корректно. Проблема опять со слайдером. Он прям вообще уже не вылазит. О, все. То есть вот он колом стал. Есть подозрение о так называемом температурном расширении. То есть вы видели, да, что перед сборкой все работало корректно. Но как только мы навалили волюме, скажем так, то вся эта хрень, судя по всему, ну, потому что вот та же история. Вот часть, с которой я убирал наплыв, он появился уже в другом месте и уже прям как канава какая-то. Опять хорошо ходит. Сейчас мы это проверим уже еще раз в сборке. Странная ерунда. Не знаю, почему так происходит. Может, действительно от перегрева. Потому что, ну, вы видели, что на низкой скорости все было ок. Как только мы разогнались посерьезнее, то произошло, собственно, то, что и произошло. Ну вот, сейчас все опять окей. Оп. Подтянули. Проверяем. Ну, все, больше мы в такие игры с большой скоростью не играем. Собственно, вот. Скорость мы померили. На 10 Гц все-таки она врет. Что касается емкости аккумулятора, я больше чем уверен, что внутри остался тот же Panasonic на 2000 мА 18500. Ну, остается ждать и делать выводы. То есть сейчас, ну, ее в принципе-то покупать можно. То есть даже несмотря на все эти баги с прошивкой, они потом обновятся, то есть выйдет обновление, и все это можно будет обновить через телефон. Я больше чем уверен, что
пофиксят, можно будет сделать выключение Bluetooth. Это очень важная функция, которая должна быть, потому что у них в мануале вот в этой области был нарисован значок Bluetooth, типа что он включен, здесь его почему-то нет. И вам кажется, что он на самом деле-то и выключен, а он включен. В остальном, что в остальном? Китайцы уже выпустили копию. Очень оперативно, и самое удивительное то, что очень похоже. Как на фотках, так и в реальности. Я купил, кстати, одну тачку, посмотреть, что она из себя представляет, потому что китайцы зачастую воруют оригинальные фотки и выставляют их типа их товар. А по факту немножко приходит другое, но тут я переубедился и переспросил, мне прислали живые фотки, и да, она действительно точно такая же. Даже, тут все точно такое же, что наводит как бы на определенные мысли. То ли китайцы научились уже так круто копировать все, раз аж там вплоть до меню, по-моему, даже все скопировано. Мотор у китайцев будет стопудово 2610, к бабке не ходи. В остальном, как уже заметили, типа, что китайцы выпустили в 10 раз дешевле, да, это китайцы, они всегда кого-то копировали, что-то выпускали дешевле. Ну, ребята, у каждого, скажем так, есть свой выбор. Купить, допустим, оригинальные кроссовки Nike или поехать на рынок и купить себе китайскую подъебку. Каждый решает сам, у каждого свое право выбора, даже несмотря на то, что кроссовки мы все носим фактически один сезон. Вот. На этом как бы обзор и завершен. Всем спасибо за просмотр. Извините, что много воды. На этом все. Всем пока.